Могла ли Русь остановить татаро-монгол? Монгольское нашествие разорило и разгромило Русь настолько, что впору было говорить об уничтожении государства. Это и сделали европейские историки, когда после татарского набега Бату название Русь исчезает из их обихода, а на ее месте возникает Татария. Во многом справедливый подход. Города опустели и разорены, население истреблено или угнано в рабство, его остатки отошли в глухие леса, царские династии потеряли независимость и стали монгольскими ставленниками. Русь в технологическом и культурном аспекте выпала из европейского мира и стала часть мира степняков. В том были и свои преимущества. Монголы немало дали Руси в военном и управленческом плане, но речь сейчас не об этом. Могла ли Русь противостоять монголам и почему ее крепости покорялись одни за другими? Во-первых, такого государства, как Русь, в едином понимании слова тогда не существовало. Это был десяток княжеств, активно враждовавших друг с другом, для которых монголы казались даже менее опасным злом, чем поход соседа. Поэтому вероятность того, что Русь смогла бы выставить единое войско, которое бы соперничало с монголами по численности, крайне низка. Каждое княжество оборонялось в одиночку, иногда соседи довольно боязливо и дозированно помогали, но этого было недостаточно. Каждый крупный город Руси населяло около 10-30 тысяч человек, он мог выставить не более 10 тысяч защитников, что для армии монголов, по самым рациональным подсчетам, не менее 50-70 тысяч воинов, плюс хашар из окрестных жителей в несколько тысяч человек, было не слишком впечатляющим войском. Но даже пофантазировав о том, как князья, проникнувшись тяжестью момента и забыв все счеты друг другу, выставят единое войско, а монголы вдруг решат дать им бой, получим такую картину. Войско всех крупных русских княжеств могло бы собрать армию около 70-80 тысяч воинов, преимущественно пеших, с ядром из 10 тысяч тяжелой пехоты и сравнительно легковооруженным ополчением и полками младших дружинников. На поддержку кочевников, торков, берендеев, черных клобуков или половцев, которые традиционно были конными наемниками в русских армиях, уже не приходится рассчитывать, они сами покорены и сражаются на стороне монголов. Равные по численности армии в нашей гипотетической битве сходятся вместе. Но постойте, ведь это полный аналог битвы на Калке. Войско из большинства княжеств, огромного размера, при поддержке половцев, умеренно большая армия монголов. И был полный разгром. Джебе на Калке переиграл русичей вчистую. Выбрал оптимальное место битвы, использовал несогласованность войска врага и отсутствие единоначалия, легко использовал свое преимущество в быстроте кавалерии перед пехотой. Ситуация бы повторилась. Монголы на тот момент на 2 головы превосходили большинство армий мира в военно-тактическом плане. В этом отношении с ними могли сравниться только армии крестоносцев и арабских халифатов, также имевших огромный и разнообразный боевой опыт. Войско русичей объективно не входило в число лучших армий того времени. Не имея стрелков такого класса, как монголы, пехота стала бы легкой мишенью, бронированная тяжелая пехота скандинавского образца была бы бессильна перед ударом богатуров, русичи могли нанести тяжелые потери за счет личного мужества и стойкости. Но общий итог битвы был предопределен. Для победы над монголами нужны были сходные по возможностям кавалерийские соединения, таковые были у арабов, легкая кавалерия и стрелки, у рыцарей тяжелая конница и арбалетчики, что в итоге и предопределило отступление монголов из их зон влияния. Презрение к метательному бою, перенятое русичами от варягов, сыграло злую шутку с обоими, только для викингов это была грандиозная битва при Гастингсе, а для Руси – поражение всех и сразу с армиями Бату. На момент похода Бату у русичей близко не было чего-то аналогичного, им просто нечего было противопоставить. Кроме того, монголы едва ли бы стали принимать бой, будь у Руси сопоставимое войско. В Европе они разоряли окрестности десятками соединений, чтобы быть всюду и сразу, сливаясь в один кулак пред большими битвами и вновь распадаясь. Монголы вполне могли бы грабить Русь, не опасаясь, что княжеские войска сумеют их догнать.
Добавим еще и фактор прекрасной разведки у монгол и отсутствие таковой на Руси, чтобы осознать, насколько враг превосходил возможности и уровень развития русских княжеств того времени. Почему пали все русские города? На Руси монголы взяли более 90% всех осаждаемых ими городов. Это впечатляющий показатель. Монголы ушли на полпути в Новгород, вероятно, получив откуп. Не взяли Смоленск, Данилов и Кременец. Все остальные города были взяты в диапазоне от 3 дней до нескольких недель. В чем же причина такого успеха? Во-первых, русские города были деревянными. Лишь у Киева была каменная стена, наполовину разрушенная после прошлого междоусобного набега соседей. После крепостей Китая, каменных цитаделей Хорезма, горных укреплений Грузии, русские деревянные города на плоскости были легкой добычей. Для камнеметов, катапульт и баллист монголов, которые они прямо на месте собирали силами пленных и китайских инженеров, деревянные стены не были существенной преградой. А ведь есть еще и огонь, и зажигательные стрелы, и подкопы. Монголы долго учились искусству осады, ведь бывшим степнякам поначалу было неведомо само понятие города. Но от войн с тангутами до осады крепостей в Ираке татары сделали гигантский шаг вперед, научившись сотням приемов осады и хитростей от разных народов. Осаду начинал Хашар. Из пленников, местных жителей, а также провинившихся монголов, они должны были нанести максимальные потери врагу и погибнуть сами. На укрепленные замки монголы не нападают, а сначала опустошают всю страну и грабят народ. Только потом они гонят захваченных пленных осаждать собственные крепости. Затем в дело берется метательная техника, собранная тем же Хашаром, если та не принесла ощутимого эффекта. В дело вступают осадные башни и защитные купола, под которыми воины могут ломать ворота, без риска быть ошпаренными кипятком или маслом со стен. В самых сложных случаях монголы строят вокруг замка охраняемый частокол и просто ждут, когда защитники погибнут от голода, попутно пытаясь сделать подкопы под стены или забрасывая чумных больных в город с помощью катапульт. Иногда пробуют выманить гарнизон крепости за стены, используя Хашар, который маскировался под обессиленное монгольское войско, как случилось при осаде Самарканда. Русские крепости имели деревянные частоколы и земляные валы, иногда протяженные, но совершенно не готовы к долгой осаде, которые и не велись. Набеги были характерной чертой русских междоусобных войн и борьбы с половцами. Монгольская же тактика стала абсолютным откровением. Сюда только начали проникать технологии обыденной осады монголов. В 1184 году впервые русский город пытались взять половцы, имевшие луци-тузи самострелние с живым огнем под командой некоего Бесурмина. Но эта попытка полностью провалилась из-за удачной вылазки русских, захвативших и мусульманского мастера, и его орудия. Первые упоминания о камнеметах у русских войск при осаде вражеского города относятся к 1206 году, когда русские войска осаждали Тевтонский замок Гольм. Крупные города Руси монголы брали, как правило, в течение нескольких дней, например, Рязань за 6 дней, а Владимир на Клязьме за 5 или 6 дней. Прибегая к нескольким типовым приемам: хашар, камнеметы, штурм, реже ограждение частоколом и осада. И здесь личное мужество защитников не играло уже никакой роли, города сопротивлялись отчаянно, что лишь озлобляло монголов, которые вырезали затем все население. Например, жители Козельска одними сапожными ножами убили 4000 монголов, прежде чем город был взят и стерт с лица земли. Данные археологии свидетельствуют, что такие сторожевые крепости, как Райки, Изяславль и Ярополч, упорно сопротивлялись до последнего, и их защитники были вырезаны монголами до единого человека вместе с женами и детьми. В Райках археологи нашли повсюду скелеты непогребенных людей с перерубленными руками и ногами, с железными наконечниками стрел, воткнувшимися в кости. При этом вся площадь городища покрыта сотнями человеческих скелетов. Там, где крепости строились на возвышенностях, имели каменные стены, по западному образцу, монголы испытывали проблемы. Данилец были ими оставлен. Даже Киев, имевший сходные черты, монголы брали тяжело. В дальнейшем в Европе
процент успешных осад монголов критически упадет, что вызовет их уход из Восточной Европы, так как эффект от завоеваний уже не оправдывает больших потерь. Что же касается русских земель, то на тот момент они в силу ландшафта, уровня мастерства зодчих и военных навыков обороняющихся не смогли оказать монголам сопротивление настолько сильного, чтобы отогнать их в степи или же нанести потери, несопоставимые с приобретением. Победил тот, кто имел больший опыт, силы и технологический уровень, а на тот момент это все сказано о монголах. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, а также пишите свои комментарии.